Заключительный день первого этапа. Евгений, какие у тебя вообще впечатления от нового места проведения и от текущего положения вещей в турнирной таблице? Ну, от текущего места хочу сказать, что мне здесь нравится, то, что здесь довольно просторно. Есть много чего. Единственное, что мне пока не нравится, это место новое, здесь еще далеко не все оборудовано, но я думаю, у всех скоро команд там появится нормальное расписание, нас, допустим, сейчас перед игрой, грубо говоря, попросили уйти, и мы не смогли нормально потренироваться. Я думаю, в будущем это изменит, и у нас будет больше возможностей, чтобы мы смогли там нормально потренироваться. А так, в общем, место мне в целом нравится. Насчет текущего положения вещей, вполне предсказуемо, что пока лидируем, по сути, мы, Фнатики. Остальные команды пока непонятно кто что, но тоже вполне, по-моему, предсказуемо. Думаю, мало кто мог представить, что Фнатики смогут набрать форму после довольно-таки неудачных выступлений в Кёльне, на Battle of the Atlantic. И наоборот, то, что Альянс, на которых многие возлагали надежды, будут выступать на данный момент довольно-таки плохо. Какие твои мысли по этому поводу? Насчет Фнатиков, честно сказать, хоть мы им проиграли, наверное, довольно разгромно, но я бы не сказал, что они находятся в хорошей форме. По крайней мере, наверное, как-то глупо оправдываться. У меня, по-моему, был 0-5-0 или что-то такое. В общем, у меня было что-то ужасное. Но по игре я чувствовал, что они играют не очень сильно. Они сейчас ведут, да, 3-0, но я не ощущаю их прям такой силы, что с ними нельзя ничего сделать. Просто, скорее, опять мы слишком много налепили лишнего, и поэтому проиграли. А в целом Фнатики не выглядят в хорошей форме. Альянс, даже, честно говоря, до их 3 поражений, мне казалось, они куда более, достаточно сильные должны быть. Но не знаю, почему они проигрывают. Сложно сказать, чего им не хватает, но они проигрывают. Я думал, что они будут лучше играть. Давай, наверное, вернемся к вашей игре с Fnatic. У вас был неудачный инвейд, в результате которого ты не только отдал First Blood, но и поставился в невыгодное положение на линии. И от вас динали экспу, крипов. Была ли возможность вам что-то противопоставить, чтобы как-нибудь выровнять ситуацию? У нас, наверное, была возможность до того момента, когда пришел Diamond. После этого у нас было мало возможностей. Если кто не помнит, там закончилось тем, что Diamond Гангела убили нас двоих, и мы ничего не добились. В принципе, до этого момента у нас все было относительно неплохо. Мы могли пытаться игру выровнять, но после этого, по крайней мере, я был в полном провале и, не знаю, ничего не мог. Я говорил с Эдвардом, спрашивал его про его новых героев, там Амуму, Кинена, и как ты вообще смотришь сам на использование таких саппортов? Я в какой-то степени это поддерживаю, потому что, честно говоря, есть много вариантов, кто может саппортить. Поэтому многие саппорты, которые раньше считали саппортами, сейчас выглядят вполне не очень. Сейчас, скорее, герои, которые либо очень много дамажат, либо очень толстые, являются саппортами, контрольным какой-нибудь. Поэтому вариантов, так сказать, новых саппортов может быть очень много. Поэтому, в принципе, я за такое. Единственное, конечно, на наших тренировках порой бывает, кто-то перегибает палку, но, в принципе, может быть, это и к лучшему. Они разочаровывают для тебя, что внесли изменения в джангл, внесли изменения для саппортов, может, мид и топ не так сильно были воздействованы этим, но AD Carry что вообще получили от текущего патча? AD Carry ничего не получили от текущего патча, по-моему, у них стало еще только все хуже. Они, не знаю, такие, по-моему, парни для галочки, чтобы были. Сейчас, как и были мидеры очень сильные, они сильны тем, что они много фармят, и если они еще убивают при этом, то остановит их только чудо. Сейчас еще добавили, еще больше подняли лесников, что они всегда бегают выше тебя левела, у них всегда есть бафы, они еще, если кого-то убили, они там закупаются просто таким, что их, не знаю, тоже убить ничто не может, кроме какого-нибудь мидера. Поэтому в этом плане АД как-то так позади плетутся, и они только потом поднимаются, если тоже либо их нафидели, либо они команда если тащат, то и они так заодно тоже там постреливают. Поэтому, честно говоря, мне как-то... я не считаю, что их нужно убрать, то есть их вполне нужно пикать, но кажется, что стало намного все слабее в плане АД и тех, кто стреляет издалека.
Но может ли это повлечь к тому, что снова будут в моде AD Carry, которые направлены на ютилити, такие как Аша, Варус, или же все-таки игроки на позиции AD Carry будут вынуждены играть на таких героев, как Джинкс, Люциан, которые довольно-таки сильны в данный момент? Ну, будут играть на актуальных, которые могут нормально проставить линии. Допустим, Аша, она очень сильна, но за нее очень тяжко стоять начальные левелы. Если бы ей, допустим, это подняли, то она бы была вполне более юзабельной и появлялась бы скорее в пиках. А там, допустим, Варус, Джинкс сейчас как бы... Ну, Варусу сейчас тоже стали реже брать, но, в принципе, допустим, за нее можно легко сыграть. Единственное, что, опять же, у нее проблема, может быть, с лесниками. Потому что они просто, так как Ви, пока ты там 4-й, она уже 6-я, она на тебя R прожмет, и ты умер. Поэтому, как бы, у нее проблемы в этом, к примеру. Бывает там Люциан, у нее здесь попроще, на него уже просто так R не прожмешь, он отпрыгнет, как бы, решает эту проблему. Поэтому, как бы, какие-то... Порой еще АД пикаются, чтобы как бы выживать в начале и просто фармить ради этого. Если ты сделаешь 200 до 20, типа ты уже герой. Видишь ли ты вообще какое-то решение для этой проблемы? Что необходимо сделать, чтобы как бы на вашей позиции стало играть более приятно? Ну, не знаю, спорный вопрос. Там можно что-то изменить в мастерицах или еще что-то. Там есть очень классные мастерицы, которые там поднимают тебе там 1,5 урона, но при этом ты еще на 1,5 больше получишь. Это просто великолепно. Давайте там убивайте меня, вообще еще прокачай, чтобы тебя еще быстрее сносило. Но с другой стороны, ты это, по крайней мере, я даже сейчас прокачиваю, потому что иначе, ну, тебя все равно убивают взглядом, поэтому какая разница, убьет тебя за 1 секунду там или за 1,1. Поэтому, ну, как бы есть много вариантов того, чего можно было бы изменить. Это просто нужно думать. Этим будут заниматься другие люди, поэтому какая разница, как они это решат. Но я считаю, что нужно что-то приподнять. Тут буквально с минуты на минуту уже начнется первый матч сегодняшнего дня. Да, давай поэтому перейдем к последней части интервью, где ты выскажешь какие-то приветы, пожелания. Ну, хочу как бы сказать спасибо нашим спонсорам, что они еще есть, что они нас спонсируют. Спасибо нашим болельщикам, что вы смотрите, как бы смотрите, болейте за нас. Нам приятно, что как бы уделяете нам время. Приятно, когда что-то пишут, поддерживают. Спасибо. Спасибо, что посмотрели интервью. С вами был Евгений Гаджи Андрюшин.